Нулевой километр. Здесь начинаются все дороги. Друзья, всем привет! В прошлых роликах я рассказывал о поездке в Карелию, где мы много чего интересного увидели. Кто не смотрел, посмотрите. И вот, добравшись до Петрозаводска, мы возвращаемся обратно в Питер. Вернее, даже чуть дальше. И в этом ролике будет много дорожных кадров, так что поехали! Но сначала нужно залить полный бак бензина, так как заправки на карельских дорогах встречаются нечасто. Засыхи приехали. Бедная заправка, там сейчас туалет не справится. Вообще нескончаемый поток засых идет. Еще целый автобус. Я уже говорил о том, что в Карелии просто потрясающая природа. И ехать на машине, в общем-то, не скучно. По крайней мере, глазу есть за что зацепиться. Однако в дальней дороге, кроме визуальной составляющей, важна еще и акустическая. А с этим в Карелии проблемы. По трассе Е105 очень плохо ловит радио. Поэтому мы слушали музыку через интернет, но и мобильная связь дороги тоже частенько пропадала, наступая на горло нашей песни. Поэтому мой совет всем автопутешественникам по Карелии – закачивайте свой плейлист заранее. А диджеем у нас был Женя. И скоро рассвет, выхода нет, ключ поверни и полетели. Володя, 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 бум-бум. Что, все? Интернет кончился. И должен. Да, конь. Послушай. А дальше сами. Раздражал, когда пела я песню ему. Фантазер, а мы с тобой не пара. Пара. Ага. Magic people, voodoo people. Сегодня настает Вальпургиева ночь. Эта ночь нам покажется сном. Интернета все кончилось. Кстати, ехали мы в то время, когда стояли белые ночи, и почти всю дорогу были лишь сумерки. Например, вот эти кадры сняты в 11 часов ночи, и более-менее темно стало лишь ближе к полуночи, когда мы подъехали к Старой Ладоге. Ну, захотелось нам посмотреть на старинную крепость. Это мы приехали в Старую Ладогу посмотреть крепость. Пусть и в темное время суток. Ну, хоть так. Конечно, лучше осматривать подобные достопримечательности в светлое время, но мы просто не знаем, окажемся ли мы здесь снова. Поэтому мы решили взять от этой поездки по максимуму. Итак, галочку поставили, движемся дальше. А ехать нам до Соснового Бора, а значит мы еще увидим Финский залив и, возможно, встретим на его берегу рассвет. Да, скоро будет рассвет. Скоро рассвет, а выхода нет. Вот все условия совпали, мы на берегу Финского залива, и по времени сейчас должен быть рассвет. Только одна незадача. Сейчас время 3:23, по идее должен быть рассвет в это время. И рассвет должен быть вон в той стороне. Ну там, где зарево занимается. Но из-за туч, я думаю, что мы не увидим никакого рассвета, поэтому съемка отменяется. Но если подождать, то, наверное, можно будет увидеть, как диск солнца поднимается выше этих облаков, но очень здесь ветрено и, спать охота уже. Поедем домой. Стекла запотели, это не внутри. Туман.
Итак, следующий день настал. Выспались, позавтракали, но ребята решили еще почилить на квартире, а я хочу съездить на Финский залив, посмотреть на волнующееся море и надышаться морским воздухом. Давно я не был на Финском заливе, в 2008 году я там был, и вот сейчас хочу освежить воспоминания. Погода, конечно, вообще не для купаний. Ветер. И вода такая не очень теплая, мягко говоря. Но хоть ноги помочить. Я по-доброму завидую тем, кто живет у моря. Кайфую просто от одного вида на бескрайние воды. А что уж говорить про морской воздух. Вы знаете, я почти год жил в Кронштадте и чуть ли не каждый день приезжал на берег Финского залива, чтобы насладиться видом Балтики. И неважно, какая погода, штиль или шторм, мне одинаково спокойно на душе, когда я смотрю на море. Наверное, мне стоит задуматься о переезде. Но для начала было бы неплохо этим вечером здесь поужинать. Значит, вернулись мы под вечер снова на берег Финского залива с целью пожарить тут шашлыки. Но ветер поднялся еще сильнее. И уголь категорически не хочет разгораться. Поэтому мы с этого места, где тут красивый вид, предполагается, что мы тут увидим закат, мы пойдем вон туда, вон, под кусты, где ветра поменьше. Так, вот они наши сосисочки, пожарили мы их, вкусняшечка. Солнце практически село, до заката осталось где-то полчаса. Сейчас отужинаем и пойдем снимать закат. Ну что, вот и проводили мы закат. И сейчас поедем в Питер смотреть, как разводят мосты. Никогда раньше я не наблюдал это зрелище, хотя был в Питере неоднократно, в том числе и ночью. Зато по этой дамбе я намотал не 1000 километров. Вот это ограждение вдоль дороги делалось под моим чутким руководством. Простоит не 10 лет. На въезде в город нас встречает Лахта-центр, единственный небоскреб Питера. Не уверен, что он украшает северную столицу, скорее наоборот, но у градоначальников на этот счет свои взгляды. Мне же больше по душе малоэтажная застройка Питера. По таким улицам приятно и гулять, и ездить. И, кстати, пока мы ехали, мосты уже начали разводить. Разводку Благовещенского моста мы прощелкали. Дворцовый мост развели тоже без нас. Едем к следующему. Так, вот мы едем по мосту, и сейчас его будут разводить через 5 минут. Говорят, что лучшее время для того, чтобы увидеть разведение мостов в Санкт-Петербурге, это период белых ночей. И я с этим соглашусь. Хоть мосты и подсвечены, но в сумерках их видно все же лучше, чем в темноте. Итак, разводка Биржевого моста. Еще одна галочка поставлена, едем дальше.
И теперь мы хотим увидеть корабль. Итак, вот у нас тут ледокол Красин. Но не этот героический ледокол, хотя он заслуживает отдельного внимания, а вот этот неприметный бриг. Но он неприметный из-за того, что стоит со спущенными парусами. На самом деле это бриг «Россия», который с 2019 года провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь. Да, всей красотой брига нам насладиться не удалось, ведь именно алые паруса являются его фишкой. Ну, хоть так на него посмотрели. Кстати, раньше этот корабль был рыболовецким траулером и совсем не имел парусов. А вот эту подводную лодку я видел еще в Кронштадте, когда она стояла на ремонте. Сейчас это музей и, говорят, довольно интересный. Как же быстро пролетела эта белая ночь. Можно сказать, незаметно. На горизонте уже занимается рассвет, и нам пора домой. Но сначала еще одна галочка. Прокатиться по Невскому проспекту и по набережной Фонтанки. Посмотрим на белоночный Петербург. Ну и рассвет мы все-таки увидели. А это добрый знак. Значит, все будет хорошо. Всем добра, друзья, и до новых встреч.